Всем привет из Одессы. Сейчас только приехала в центр показать вам что-то интересное. Ой, думаю, интуиция подсказала, что нужно посмотреть, ничего ли к нам не летит. И представляете, сейчас вот 4 часа, 4 или уже 5, и на город сначала писали, дроны летят на область, но сейчас они приближаются к городу. Пока, наверное, фестиваль отменяется, не знаю. Посмотрим, куда они будут лететь, но если будут лететь на город, то придется куда-то бежать, искать укрытие. Хотя, знаете, легко сказать, найти укрытие. Вот даже я приехала на Дерибасовское, я просто не знаю, где оно здесь находится. И нужно поспрашивать у людей, чтобы в случае опасности просто туда бежать и там спрятаться. Я вам не могу передать, как это все уже надоело и как хочется нормальной жизни. И, наверное, когда люди не верят, что в Одессе война, просто таким людям нужно приезжать, немного пожить в этом ужасе. Я понимаю, что есть города, в которых все гораздо страшнее, но поверьте, в Одессе опасность тоже ежедневная. Вон, слышите, уже включили тревогу. Я вообще только приехала сюда. Не все еще знают, что летят дроны в море. Всех предупреждают, что нужно подальше быть от каких-то энергообъектов, от железных путей, от железной дороги, потому что ее ночью били. Вот такие вот у нас будни. И что вы думаете? Они летят на Одессу, я нахожусь в центре, конечно. Грусть, печаль. Иду в укрытие. Так, люди, вижу, не все реагируют на то, что летят дроны, хотя некоторые убыстряются. Приехала, я же говорю вам, показать фестиваль. Ну что это такое? Если бы знала, даже бы не ехала в центр, потому что лишний раз подвергать себя опасности и стрессам вот совсем не хочется. Хотя люди некоторые, смотрите, как спокойно реагируют. Возможно, потому что дроны в 50 километрах от города. Спускаюсь в укрытие, конечно, весело. Вот такой контент у нас в Одессе. Не всегда, выходя из дома или с работы, понимаешь, будет спокойно или нет. Вроде бы они меняют курс, летят в другую сторону от Одессы, но посмотрим. Все, дроны вроде бы как ушли на другие города, на Южный или, возможно, на Николаев, поэтому я ухожу на улицу. Я нервничала немного. Хоть не все люди, вижу, реагируют на эти тревоги, не знаю, у меня уже с ними так расшаталась психика, что я когда вижу, что что-то летит, всегда переживаю и стараюсь куда-то спускаться. Ну, угроза миновала, продолжаем быть на позитиве и идем на фестиваль, который сегодня проводится в летнем театре в Горсаду. Сейчас вам все покажу и расскажу. Так, тревога закончилась, опасность миновала, и мы с вами идем в летний театр в Одессе, и не просто так. Сегодня в Одессе проводят снова бир-фестиваль, который здесь уже недавно был, примерно месяц назад. Раз мы уже с вами пришли на бир-фестиваль, то расскажу вам интересные факты о пиве. Пиво – это один из самых старейших напитков в мире. Его история насчитывает более 7000 лет, и первое пиво появилось в Месопотамии, то есть в современном Ираке. В древние времена вода часто была небезопасной для питья, а пиво, благодаря ферментации, было относительно чистым и безопасным напитком. Вообще, я думала, что у нас в Украине люди много пьют пиво, потому что очень часто в супермаркетах, на кассах, на пляжах можно увидеть, что все со стаканчиками пива или с бутылочками. Но, оказывается, самый высокий уровень потребления пива на душу населения в Чехии, и составляет он 140 литров, как я уже сказала, на душу населения в год. Только вдумайтесь в эти цифры. Вообще считается, что самое крепкое пиво в мире 60 градусов, и сварили его в Шотландии. Оно очень редкое и очень дорогое. Ну, у нас я его в Украине точно не встречала. Брат, заходи на клубничку, чё ты? Мало людей, возможно, тревога многих просто-напросто поразгоняла.
Пахнет вкусно. Сейчас покажу, что еще здесь можно купить. Так, кальян здесь можно покурить. Ах, так, здесь украшения можно купить. Ну, кого сейчас интересует украшения, еда, это гораздо лучше. Так, наливки, вишня, брусница, смородина, 100 гривен, 100 миллилитров. Ну, нормальная цена. Посмотрите, грибочки маринованные, помидорки, чеддер плюс сулугуница, семга с сыром. Посмотрите, какие интересные рулетики. 200. Рыбка различная есть, даже устрицы. Смотрите, какая красота. Вот как все готовится на мангале. Ой, не могу дышать. А вот какие прелести тоже. Вот, смотрите, здесь все жарят. Кукурузка, мясо, колбаски, вот перчик красный на гриле, грибочки на гриле. Супер. А детские собаки сразу, они очень хитрые, они поняли, что обязательно сюда нужно прийти. Мне нравятся вот такие бочечки. Вот такую бочечку купила, и запас на неделю точно будет иметь. С фестиваля пива можно купить вот такие интересные, можно сказать, сувениры. Есть сумки, а есть вот такие баночки. Это что, специально для пива, извините? Так. Да? Такое. Вот такие вот специально. Как они правильно называются, извините? Просто бокалы. Просто бокалы для пива. Вот такие классные, и останутся как сувениры из Одессы, с бирфестиваля. Да. Фестиваль пива только стартует. Все смеются, что фестиваль пива и шахеды летают. Но шахеды не у нас, поэтому у нас здесь сейчас безопасно находиться. Размах фестиваля меньше, чем в прошлый раз, мне так показалось. Но сейчас только 5 вечера, и люди еще не успели прийти. Или все замерзли, и пиво уже не так актуально. Не знаю, ну, вечером, мне кажется, людей будет побольше. Потихоньку все только туда. Туристы в Одессе еще есть, потому что у Одессы уже есть фотографии с Леонидом Утесовым, а туристы становятся в очередь. Сегодня пятница, на Дерибасовской что-то пусто. Скажу вам честно, утром вообще такая холодина была, 4 градуса всего лишь. Днем теплее, и вот сейчас я иду и понимаю, что подмерзаю, несмотря на то, что я тепло оделась, поэтому не каждый хочет гулять в такую погоду. Я уверена, лабрадор тоже идет на бирфестивале. Мы завязали красненький платочек. Идет довольный, там все-таки есть вкусные колбаски. Хочу сказать, что пусто, несмотря на то, что пивной фестиваль, пустота на Дерибасовской. Когда была тревога, все как-то побежали, и показалось мне, что много людей, но на самом деле людей нет. Хочу сказать, что в такое сложное время для нас очень ценна ваша поддержка. И поверьте, все приятные, добрые комментарии, которые вы нам пишете, мы всегда читаем с улыбкой и набираемся еще больше от этого позитива. А еще, когда мы встречаем вас на улицах города, вы отзываетесь, нас узнаете, то нам от этого еще приятнее. Вчера на набережной Немо встретила нашего зрителя Анатолия, сказала много теплых слов приятных. Мы даже вместе сфотографировались. К сожалению, не все хотят сниматься в видео, поэтому не всех мы и показываем. Анатолий настоящий чемпион, и мы передаем от всего канала на позитиве вам огромный привет. Вчера не передала, потому что играла музыка в видео, и я заметила это только дома. Привет, киска! Кто придумал, что черные коты приносят неудачу? Они такие же прекрасные создания, как и другие. Кстати, знаете, что не во всех странах мира черный цвет траурный. Допустим, в Японии траурный белый цвет.
Это у нас привыкли почему-то, что если что-то черное, то это обязательно плохо. Нет, это все самовнушение и никак не влияет ни на какие вещи. Пустота. Пусто. Какая-то еще музыка у всех какая-то такая играет. Меланхолия в воздухе и грусть, печаль. Когда в городе появляется машина в каком-то необычном цвете, то сразу акцентируешь внимание, что часто ее встречаешь. Вот эту BMW вот постоянно вижу. Такая на жабку похожа. Уже почти 6 часов вечера и холодает больше. Я уже так капюшончик натянула. Так люблю снимать летом видео для вас. Классно, гуляешь, никуда не спешишь, но приходит зима и вот это отмерзание рук и красный нос. Ой, не хочется, чтобы холодало. Так, пятница, 6 часов вечера. И где все? Ой, не знаю. Что-то неладное. Ой, какая симпатяга. В конце прогулки мне стало интересно, стало ли больше людей на бир-фестивале, поэтому я решила сюда зайти. И, кстати, знаете ли вы, что самый известный в мире фестиваль пива – это Октоберфест в Мюнхене? Он собирает просто миллионы. В Одессе, конечно, масштабы поменьше, но тоже интересно. Атмосфера меняется. Я уже уезжаю, а здесь только фестиваль начинается. Смотрите, сколько людей пришло. Классно, что несмотря на войну, жизнь у нас продолжается. Кохана жінка чекає свого чоловіка з 200